Совсем недавно я получил с предзаказа свой экземпляр настольной ролевой игры «Чужой», которую издала и перевела на русский язык студия 101. Я одним из первых прибежал на их склад, получил заветную книгу и поспешил уединиться, чтобы насладиться ее чтением. И сейчас, после того, как я с ней ознакомился, я собрал для вас 5 причин, по которой эта игра говно. Первое. В игре «Чужой» нельзя играть за чужого. Это непостижимо уму, но игровыми персонажами здесь являются только люди и андроиды. А чужой, центральный персонаж этого вымышленного мира, вынесенный даже в заглавие книги, может быть только персонажем ведущего. Любой лоботомированный микроцефал знает, что лучшие компьютерные игры по вселенной Чужого — это те, в которых можно сыграть за самого монстра. Здесь же игроки вынуждены делать выбор из скудного набора человеческих ролей. Маршал, морпех, командир, медик, пилот, представитель компании, работяга, ребенок и ученый. При этом еще можно быть андроидом, хотя бы эту возможность нам оставили. Почему можно играть за какого-то драного ребенка, который появлялся всего в одной части этой кинофраншизы, но при этом за чужого, за главный символ этого мира играть нельзя? Просто имейте в виду, что, покупая игру «Чужой», вы будете вынуждены играть не за чужого, а за д***ов, которые пытаются выжить в столкновении с этим самым чужим. Я уж не говорю о том, что о хищнике в этой книге нет ни слова, а это плавно нас подводит ко второму пункту. Второе. Сюжет основан на худших частях кинофраншизы. В книге описана история мира с 2000 по 2190 год, и играть нам предлагают в 2190 году. Таким образом, авторы полностью лишают нас возможности поиграть в антураже лучшей части кинофраншизы «Чужое воскрешение», события которого разворачивались только спустя 200 лет. Вместо этого нам придется играть с оглядкой на первые 3 фильма, 2 из которых были официально отвергнуты Ридли Скоттом, истинным родителем Чужого. Да что там, в книге полностью игнорируются события фильмов «Чужой против хищника» и «Чужой против хищника. Реквием», а ведь это общепризнанные шедевры, во многом превосходящие оригинальные картины. Любой человек, испытывающий хоть немного симпатии к фильмам о Чужом, будет возмущен тем, что авторы пренебрегли этими бриллиантами. Третье. Сплошные опечатки. На странице 49 в разделе «Снаряжение представителя компании» один из союзов «или» напечатан маленькими буквами, в отличие от остальных. На странице 66 в разделе «Ближний бой» в подразделе «Успех» не прописан номер страницы, а на странице 160 и вовсе название компании написано с ошибкой. Вейланд Юртани. Да, больше я не нашел, но разве этого мало? По всей книге разбросаны сплошь эти 3 опечатки, полностью лишающие удовольствия от чтения. И за это мы должны платить 3000 рублей. Четвертое. Дорогущие игральные кубики. Для игры достаточно иметь горсть обычных шестигранных костей, желательно 2 разных цветов, чтобы отличать кубики для проверок навыков от кубиков стресса. На сайте студии 101 можно купить готовые наборы таких кубиков, в каждом наборе по 10 кубиков одного цвета, и каждый такой набор стоит 1200 рублей. Для игры, получается, нужны оба. То есть, чтобы поиграть полноценно, тебе нужно заплатить 3000 рублей за книгу и еще 2 раза по 1200 за наборы кубиков. Итого 5400 рублей. Я, по-вашему, кто? Рокфеллер? Да, на кубиках красиво оформлены единички и шестерки для того, чтобы лучше визуализировать успех и провал, но от таких сумм лезут глаза на лоб. Полюбуйтесь сами, я оставлю ссылку на кубики в описании к видео. Посмотрите на эту возмутительную роскошь. Пятое. Ведущий – это мать. Это, несомненно, самый
позорный факт из всех позорящих игру фактов. Если раньше ведущего уважительно называли мастером игры, ну или хотя бы просто ведущим, то здесь его принято называть матерью. По аналогии с названием корабельного компьютера космического корабля Нострома. Вот посмотрите на меня. Какая нахуй мать? Это не просто неуважение, это святотатство, это кощунство по отношению к тем единственным людям, которые полностью будут читать вашу книгу. Ведь, как известно, только ведущие полностью читают книги правил, а игроки считают это занятие необязательным. Что дальше? Как еще назовут ведущего в следующих настольных ролевых играх? Доченькой? Или, может, заловкой? Как насчет «Эй, ты чмо»? Давайте называть так. Давайте, окончательно опустим ведущих. Давайте. Эта игра – это настоящий позор. Я считаю, что нам стоит как можно скорее скупить все экземпляры этой книги, чтобы избавиться от нее. А еще лучше всем про нее рассказывать и показывать, чтобы все узнали, как официальная настольная ролевая игра по этой киновселенной издевается над своими игроками и совершенно наплевательски относится к канонам. Я, со своей стороны, постараюсь провести как можно больше игр по этой книге, чтобы как можно больше людей почувствовали на себе этот кислотный привкус предательства и унижения. Вы довольны, Фрилига? Вы довольны, студия 101? Пожинайте плоды. Ну и бонусная причина, по которой игра «Чужой» говно. Это ведь по-прежнему настольная ролевая игра. А это значит, что чтобы в нее сыграть, нужно собираться вместе с друзьями. Серьезно? Мне? С друзьями? А друзья у вас случайно не продаются на сайте? За 1200 рублей.